Всем доброе утро. Не скажу, что вы в данный момент спите, потому что, уже 8 часов, без 28 уже наверняка народ встал. Но, как говорится, вы только встали, а старый еврей еще работает. И хочу вам заметить, я сегодня спать-то не буду. Мне надо ехать по делам. Да, вот я такая вот, как в том фильме, да? Да, сеньор, я такая. Я набираю сил, делаю определенные работы для себя, наполняюсь этой энергией и начинаю действовать дальше. Я без работы не представляю свою жизнь. Мой отдых тоже работа. Я даже уверена, если я куда-нибудь поеду отдыхать, больше там 3-4 дней я не выдержу. Во мне столько информации, столько знаний. Знаете, вот бывает такое, когда женщина много лет не может встретить своего мужчину, а потом встречает того, кто ей соответствует по всем параметрам, и просто окутывает его этой нежностью, не истраченной любовью, знаете, вот просто окружает его со всех сторон до такой степени, что мужчина просто ошарашен. Либо он пугается и убегает, потому что мужчины очень боятся вообще любви настоящей. Либо он настолько счастлив, что он просто плавает на волнах счастья, потому что никогда в жизни такого не ощущал, чтобы женщина могла столько подарить и отдать. А секрет состоит только в том, что женщина, у которой много лет накапливается эта нежность, любовь и неистрачимые, понимаете, некуда тратить это все. И в один момент просто отдает этому мужчине все, что можно отдать в этой жизни. И себя, и нежность, и любовь, и заботу, и все на свете. Вот то же самое, наверное, происходит в моем случае, когда я много-много лет это все копила, переписывала, оставляла, а потом у меня появилась возможность миру это отдать. Я вот эти все, если помните, я вам еще в прошлом году сняла, сказала, открываю архивы. Вот эта вся неистраченная нежность, все эти знания, которые во мне были, которые я дарила всего лишь узкому кругу людей, сейчас есть возможность в один день подарить нескольким сотням тысячам, понимаете? И поэтому у меня эта информация идет. И я хочу, чтобы вы знали, что такое мироздание, что за силы там обитают, чем руководствуются эти силы, когда вам дают что-либо на разных языках, разные направления, разные культуры и прочее, прочее. Это все нужно вам будет и вашим поколениям. В данный момент я хочу вам подарить грузинский ритуал, точнее, грузинский денежный обряд. Он весьма интересный, но, скажем так, вот именно слова, текст, он составлен мной, благо грузинский язык я знаю. И этот текст основан на традиции. Женщины семьи брали монету, значит, красили воск в цветочном соку, чтобы он был красного цвета. Начитывали, капали на монету и хранили это в красном мешке. Иногда они шили сами этот мешок, чаще всего. Примерные слова могу сказать, потому что женщина, которая мне это рассказывала, и она была старая бабушка, она эти слова не знала, просто говорила, вот такая вот традиция была у имерельцев. Вот так вот делали, потом этот мешок носили с собой, и все время были деньги. Традиция есть капать воск красный на определенную монету, носить в красном мешке, это прекрасно. Но вот что же к этой традиции прикрепить, чтобы она сработала? И я создала на основе этой традиции именно свой ритуал. Мне это дано, насколько вы поняли.
И тем более тем, у которых есть хоть капля южной крови, у которых даже нет южной крови, а у них тоже сработает. Вот, например, люди очень хвалят к богине Мзекала для молодости. Говорят, что очень помогает, просто овал лица меняется, и кожа становится более гладкой. Вот абсолютно не грузинского происхождения женщины очень благодарны за этот ритуал. Между прочим, Зекала, которая богиня молодости, красоты, любви грузинского пантеона. Дочь верховного бога. Итак, давайте мы с вами проведем на пятак. Можно и десятку, конечно. Ну, я чаще всего использую пятак. Любую монету любой страны вы можете взять, которая у вас действует. Я вот ложу просто на вот этот вот кусочек фанеры или что это? Это же не дерево, ну что-то там такое для чего-то, ну чтобы удобнее было и не пачкалось. Красный воск надо зажечь. Этот воск. Говорить 3 раза, говорить и капать на монету. Потом оставить, чтобы она остыла. И в этом красном мешке носить с собой. Ну, в сумку положить, желательно. Те, кто работает дома у себя, можете повесить возле входной двери. Кто-то может повесить возле двери магазина, если это удобно и возможно. Но сейчас стеклянные двери как-то в этих супермаркетах. Навряд ли это удобно. Но можно в рабочем столе хранить, например, что притянет людей. Кстати, хочу вам сказать, вот призыв торговых духов. Мне многие сказали, что они только переписывали в рабочем месте и говорит, у меня просто не было времени переписать. Я только села переписывать, столько народу поперло, хотя конец дня. Пробуйте. Там очень сильные слова, очень сильные работы воедино соединенные для того, чтобы вы могли как бы делать хорошие выручки. Вы, конечно, можете мне очень много говорить, там, деньги не главные и так далее, и так далее. Да, деньги не главные, но они очень важный аспект нашей жизни. И как бы мы ни говорили о духовности, деньги нужны нам для того, чтобы эту духовность развивать. Правда ведь? Если бы это было не так, то театры давали бы бесплатные концерты и бесплатные представления. Но почему-то театры тоже для этой духовности берут деньги, потому что это их работа. Согласны со мной? Так вот, чтобы развиваться духовно, сходить в театр или в кино, тоже нужны деньги. Это всем тем, кто очень любит, знаете как, хвалить нищебродную силу. О, деньги нам не нужны, они нам вообще ни к чему. И со злобными глазами, завистливыми, смотрят на чужие бриллианты и проклинают. Эти все духовно богатые люди, которым деньги вообще не нужны. Пуся, иди сюда, быстро. Тебе тоже деньги нужны для стрижки, для вкусняшек. Правильно говорю, Пусек? Ты со мной согласен? Но если ты тявкнешь, не обижайся. Сюда иди быстро. Мешаешь. Бессовестный Пусек. Мне кажется, многие дали бы очень многое в жизни, чтобы хоть на 5 минут побывать вместо Пусика. Потому что Пусик тут видел столько сильных работ, он столько всего слышал и знает, что он смело мог бы открыть свой салон магии и работать лучше всех. Лучше даже, чем эти интернетные магуйки. Да, Пусек? Да. Великий Пускислав 20-го поколения. Так, начнем. Начнем. Вот так капаем и говорим. Это у нас дети сейчас. Дикие дети бегут. С джунглей пришли только что. Так. С утра выходит и начинает бить вот этот мусорку, вот эту вот ногами пинает. Там есть одна девочка. И маманя пока там как слониха вылезет, пока пальто оденет. Вот прям выходит в 6 утра и начинает долбить мусорку. Ну так вот, для красоты. И вот
Спокойненько. Иногда хочется просто выйти за уши, за уши об стену толбануть, ей-богу. Ой, ну терпим. Ребенок же, ребенок. Начали. Дидარი ქალღმერთი ფრინავდა ცაში ოქროს მთიდან ალმაზის თაღზე ატარებდა ფულის ხუთი გადატრიალა სიმდიდრე მამჩუკა ის ფული შევგრიფავ ჩემთვის და ჩემ შვილებისთვის შვიდი თაობა საკმარისია ეგრე იყოს ამენ. Дальше капаем. Дидარი ქალღმერთი ფრინავდა ცაში ოქროს მთიდან ალმასის თაღზე ატარებდა ფულის ხუთი გადატრიალა სიმდიდრე მამჩუკა ის ფული შევიკრიფავ ჩემთვის და ჩემ შვილებისთვის შვიდი თაობა საკმარისია ეგრე იყოს ამენ. И последний раз. Временами вытаскивайте, капайте на тот же воск. Если уже места не будет, можете тот воск отодрать и, значит, прочитать снова капнуть. Желательно, чтобы хотя бы половина свечи капнула сюда. Дидარი ქალღმერთი ფრინავდა ცაში ოქროს მთიდან ალმასის თაღზე ატარებდა ფულის ხუთი გადატრიალა სიმდიდრე მამჩუკა ის ფული შევიკრიფავ ჩემთვის და ჩემ შვილებისთვის შვიდი თაობა საკმარისია ეგრე იყოს. Так. Ставите, чтобы свеча догорела. Агарок свечи можете выкинуть. Ничего не нужно откупаться, потому что здесь откупаетесь постоянным денежным потоком, который вам дают, и этой энергией, которую вы даете от своей радости. Ждете, пока воск высохнет. Значит, отдирайте и в мешок. И сказала, каким образом, куда этот мешок нужно определить. Всем удачи, живите богато и не слушайте никого. Пускай они сидят в нищете, если им это нравится. А вы стремитесь жить хорошо. Всем удачи!